Ну что ж, начинаем лепить нашу коровку. Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Ну, прежде всего, это масса для лепки. Я буду лепить из ладони, вы можете использовать любую массу. Единственное, что если вы планируете, чтобы ваша эта корова была как елочная игрушка, выбирайте, которая полегче масса. Это может быть премьер, это может быть экстра лайты какие-нибудь. Ну, то есть вот что полегче, из того лепить и можно. Дальше, конечно, нужна будет основа под нашу корову. Это такой шар. 8 сантиметров он диаметром, этот шарик. Можно больше, можно меньше выбирать. Смотрите, какая ваша задумка. Если у вас нет этого пенопластового шара, можно заменить его шаром из фольги. Опять же таки, если елочная игрушка, наша задача, чтобы она была полегче, да, поэтому фольгу там в камень не утрамбовываем. Можно заменить, сделать какой-то шар такой из бумаги, просто обмотать нитками, такую шарообразную конструкцию сделать. Вот, а дальше, что нам понадобится? Ну, такие вот проволочки для петельки. Да, если вы планируете подвешивать, опять же таки, вашу корову на елку, чтобы она там, значит, летала между веток. И маленькая проволочка, тоненькая какая-нибудь там миллиметром для хвостика. Для хвостика. Что еще нужно будет? Конечно, клей ПВА, любой, какой у вас есть, там не нужен там специальный строительный, и обычный ПВА клей подойдет. Потом нужны будут салфетки, вот такие у меня нетканные полотенца. Можно заменить обычными салфетками такими влажными, ну, высушить их. Вот, дальше краски для росписи. Хотя бы, чтобы у вас была белая, темно-коричневая сиена, это такая рыжая краска, ну и какой-нибудь голубой, там крылышки, глазки подрисовывать. Кисточки, инструменты для лепки, ковырялочки какие-нибудь, может быть, спицы, крючки, фольга, значит, для болваночки на мордочку. Ну, собственно говоря, и все. Водичка для пластики. Вот, хорошее настроение. Да, еще кусочек ваты для хвостика, да, тоже мы будем делать хвостик из ваты. Все, хорошее настроение и свободное время. Берите своих домашних с детворой, садитесь и лепите корову, потому что это очень просто, весело, занимательно. И вообще елка в коровах, это, знаете ли, что-то. Лепку коровы начинаем с головы, естественно. Делаем для нее вот такую вот заготовочку из фольги. Это, по сути, капелька. А размер этой капельки в высоту вот здесь около 4 сантиметров и где-то там 2,5-3 сантиметра, ну, чуть больше, 3 сантиметра в ширину. То есть где лобик у нас будет повыше, да, а чуть-чуть к носику она будет сужаться. И берем наш материал, да, вот там самозастывающий пластик, с которой вы лепите. Можно это делать и из запекайки, конечно, ради бога, но потяжелее, конечно, будет из запекайки корова. Делаем лепешечку вот такую и обклеиваем, обмазываем нашу болваночку, заготовку. Значит, когда вы работаете, если вы впервые работаете с самозастывающей пластикой, старайтесь, чтобы она не была очень мокрая, не раскисала, не расползала в кашу. То есть, по сути, когда вы с ней работаете, ваши руки, ну, будут оставаться чистыми, да, относительно чистыми. Конечно, если пластика суховата и на ее поверхности появляются такие маленькие меленькие трещинки, вам нужно просто вот смочить ручки в воде, взять этот кусочек и вымесить его. То есть не лейте там много воды в саму пластику. Пластика должна оставаться упругой, не раскисать и не расползаться в руках, но и не должна быть сухая. Да? То есть вот этот вот баланс комфортной лепки вы обязательно словите там в первые минуты работы с пластикой. Вот. И вот вы обтянули заготовочку из фольги.
Сильно плотную вот эту болванку не делайте, потому что мы будем проминать в ней там ямочки такие, и она должна быть такая рыхленькая, чтобы при нажатии пальцев вы могли ее спокойно промять. Дальше что вы делаете? Берем вот такой вот кусочек, мы будем делать вот этот носик. Вот примерно мы сделали такую, как бы, я не знаю, фасолинку, да, фасолинка тоже у нас около 3,5 сантиметров. Вот, и мы ее вот сюда, эту фасолинку, на нашу узкую часть примажем. И вот так вот заглаживаем. Вот так. Стараемся, чтобы вот этот носик оставался кругленький. Чтобы, значит, он не уплощался вот так вот, как пятачок, да, у свинки, а все-таки он оставался. Это корова, не свинья. Год свиньи будет потом. А сейчас у нас коровка. Вот такая вот заготовочка у нас получается. Старайтесь выглаживать сразу, чтобы было гладенько, чтобы мы потом не тратили время на шлифовку. Сейчас мы из нашей заготовки сделаем вот сразу так носик и глазки промнем. Значит, что нужно сделать? Надо всю заготовочку нашу примерно поделить пополам. Ну, для себя так проведите какую-нибудь линию. Так, чтобы видно было. Вот, примерно мы ее поделили пополам. И теперь большие пальцы мы вот прям ставим на эту, до этой линии и продавливаем. Вот так, с одной и с другой стороны. Получаются у нас вот такие вот выемки. Вот такие. Можно их сразу разгладить водичкой, чтобы они были гладенькие. И в эти выемки мы поставим наши глазки. Глазки я сделала вот такие шарики, примерно по сантиметру в диаметре. Нет, вру, не по сантиметру, миллиметров 7-8. Ну, можете и больше сделать, там такая будет. Вообще у коровы глаза большие. И высушила их. То есть взяла эти шарики, сделала миллиметров 7-8 и высушила. Теперь я их намочу в водичке. Вот. И вот так вот поставлю. И вдавлю их вовнутрь. Просто вдавлю. Если вы сделаете очень твердую болванку, вдавить вам их будет крайне сложно. Поэтому, ну, старайтесь такую вот болванку из фольги, которую мы делали, ну, такую мягенькую, чтобы легче было вдавливать. Вот, и теперь вокруг этих глазок мы поставим веки. Начнем с нижнего века. Делаем небольшую колбасочку такую. Вот я смачиваю инструмент водички, лишнюю воду убираю об руку и потом приглаживаю, чтобы у меня вот здесь не было много воды, потому что если много воды остается, раскисает все и работать очень неудобно. Вот так. Нижнее веко и верхнее веко. Верхнее веко стараемся, чтобы оно перекрывало нижнее веко. То есть внутренний уголок проходила. И вот здесь тоже. И тоже его вот пригладили. Вот такая получается у нас вот такой вот глазик. И с другой стороны делаем то же самое. Если вы вдруг хотите делать закрытые глазки вашей корове, да, то вы просто ставите такую лепешечку на место глазика, ее со всех сторон пригладите,
чтобы она была ровненькая. И промнете вот так вот веко. И тогда будет ощущение, что ваша коровка с закрытыми глазами, и чего там она летит, прищурилась и все прочее. Вот. А если веки, да, то ставим шарик, клей нижнее веко, а потом верхнее веко прикрываем. Пришло время поставить щеки, вот эти вот места у нашей коровы. Для этого я беру два одинаковых шарика, они около 2 сантиметров в диаметре. Из этих шариков я делаю вот такие вот капельки. Такое вот что-то каплеподобное, образное. И вот узкой частью буду вот так укладывать эти шарики к боковой поверхности. Вот так. И приглаживать. Если вам, ну, можете вначале поставить эти щеки шарики, а потом уже ставить глаза, как вам удобней. Мне почему-то вот так рука пошла, эти щеки делать уже после глаз. Мне так понятней по объемам, сколько мне эти щеки выводить, потому что бывает, щеки сделаешь, потом их приходится еще докладывать. Вообще, щеки, если вы решили сделать бычка, допустим, то щеки можно сделать такие повыраженнее, да, потому что бык, ну, он такой, голова у него побольше. Бык, он символизирует целеустремленность, решительность, а корова, она, ну, символ кормилицы, благополучия, терпимости, да, мне кажется, очень вот нам сейчас все вот эти качества коровьи после такого сложного года очень-очень пригодятся и в плане кормилицы благополучия, и в плане терпения, да, такого пассивного терпения и терпимости. Вот. И вот мы, значит, эти щечки поставили, проверяем, чтобы они у нас были более-менее симметричные. Если мы случайно этот носик смяли, мы проверяем, чтобы он оставался у нас кругленький и не превращался в пятачок. Можно вот здесь его посерединке прям немножечко вот так вот продавить. Чуть-чуть сделать такую вот штучку в носике. Ну и все, теперь ставим уже ушки и рожки. Для ушек я взяла вот два одинаковых шарика, 1,5 сантиметра в диаметре где-то каждый. Но вы тоже можете, смотря как у вас там мордочка получается, делать ушки побольше, поменьше. Все зависит от породы коровы, в конце концов. Вот. И что мы делаем дальше? Опять же таки, шарик превращаем в капельки. Если немножко подсохло, смачиваем поверхность вот здесь. И по всему периметру мы это ушко примазываем, да, чтобы у нас оставалось вот это основание, такой фундамент достаточно широкий, по площади большой, чтобы это ушко у нас хорошо держалось. И случайно, если бы мы там мимо будем идти и там мишурой какую-нибудь нашу корову заденем за рога или за уши, чтобы они, значит, у нее не поотлетали. Вот. А вообще, да, коровам огромное значение придается в мифологии практически у всех народов. Да? Помните, у египтян у них богиня неба Нут, она вообще прям вот в виде коровы там со звездой на животе и изображена. Потом это, как ее, господи, мать Хатор, да, кормилица всех сущих на земле. Ее тоже часто в виде коровы изображают, или изображают этих богинь с коровьими рогами на голове, как символ благополучия и кормления, и, ну, в общем, и коровьи рога, да, они символизируют луну на небе, поэтому очень часто корова и молоко, Млечный Путь. Ну, то есть, куда пальцем не ткни, кругом у нас с коровой очень такое непростое
животное, да, к которым надо очень относиться действительно с большим почтением и уважением. И вот мы прилепили два наших ушка, да, то есть я их пригладила по всему периметру. Потом я беру что-нибудь кругленькое, ну вот у меня там кончик кисточки, я его смачиваю в водичке, чтобы он был, ну, скользкий, скользил мне хорошо. И вот так вот продавливаю это ушко. Вот так. С одной и с другой стороны. Вот так. Вот. Можно немножечко сделать здесь какие-то такие заворотики, складочки. Вот. Если сложно прикрепить ушки, да, пока голова мокрая, ну дайте ей немножечко подсохнуть. Только обязательно на мордочке надо промять носик вот здесь, а потом уже давать подсыхать. Ну вот так тоже кисточкой промяли, и потом инструментом можно еще углубить. Мы такие как будто бы запятые сделали небольшие, то есть не ровненько вот так вот ткнули, раз, два, да, а немножечко вот так вот под наклончиком промяли. Вот такая наша коровушка получается. Вот, теперь примемся за рога. Для рожек я делаю вот такую конструкцию. Беру просто кусочек проволочки небольшой, да, совсем. Его обмакиваю чуть-чуть в клей ПВА. И вот ставлю прям просто, ну, пропихиваю вот под небольшим таким вот наклончиком, чтобы они у меня не вертикально торчали, эти палочки, в нашу фольгу. А потом делаю рожки. Рожки тоже, опять-таки, зависит, кто у вас там, мальчик, девочка, да. И эти рожки одеваю на вот такие вот, как небольшие такие каркасики, да, чтобы ну, они не отвалились. В принципе, если вы хорошо примажете вот здесь, вот они, ну, будут держаться, ничего им там не грозит. Ну, мы подстраховываемся и примазываем хорошо, и еще ставим на такую вот проволочку, ну, или зубочистку можно. Ну, смотрите, что у вас под рукой. Вот, и приглаживаем наши рожки, примазываем. Вот так. Вот такая у нас коровушка получается. Нашу голову, пока она не высохла, пока еще влажная, можно тоже поставить на такой каркасик. То есть зубочистку окунула в этот клей ПВА и вот так вот, чтобы потом засунула ее. Можно даже две поставить. Вот так. И нам потом будет просто легче ну, вставлять в шарик, в нашу основу. Вот. Можно это сделать на проволоке, можно вот на зубочистках. Вот и так мы ее отправляем сушиться. Делаем копытца. 4 шарика. Один шарик примерно 2 сантиметра в диаметре. Может быть, там чуть-чуть поменьше. Смотрите сами, как вам уже там корова получается. Если бычок, может быть и побольше. Каждый шарик я превращаю в капельку такую. Да? Будем вот такие вот копытца делать. Зубочистки я пополам, значит, их разделила, господи, разрезала. Вот, и у нас получается вот такое вот копытце. Ну, то есть капелька не такая, ну, тупой кончик все равно оставляем, чтобы было копытце. Вот, отступаем буквально полсантиметра, проводим
ободочек проминаем на ножке. И потом чем-нибудь треугольненьким, у меня вот ножичек такой, и я им продавливаю вот такую штучку. Ну, найдите дома, посмотрите чем-нибудь или просто сделайте галочку раз и два. Вот получится такие копытца. Потом мы берем кусочек зубочистки или проволочки можно. Я его точно так же окунаю в ПВА чуть-чуть, да, и вот этой тупой стороной, которая разломленная, середина зубочисточки, чтобы у меня остренький кончик остался. Мне удобно будет этот остренький кончик потом вставлять в шарик. Вот. И вот такие копытца делаю. Делаю такие 4 штучки. Для хвостика я беру кусочек проволочки тоненькой, 1 миллиметр, можно там меньше, можно чуть больше, чтобы она гнулась легко, чтобы мы потом хвостик этот загнули. Длина проволочки около 10 сантиметров, но сам хвостик у нас будет короче, сантиметров 6-7, а остальная часть нам нужна будет, чтобы мы ее, значит, тоже вставили в этот шарик. Вот, промазываю ее чуть-чуть клеем. Беру кусочек ваты. У меня вата не очень такая удачная. Знаете, бывает такая ленточка и вата. Хорошо для игрушек. Ну, уже будем вот из такой. Какой есть. Вот так вот ее положила с тем клеем на вату. Пальцы обильно намочила клеем. И вот в одном направлении прокручиваю. В одном направлении прокручиваю вот эту вату. Клея берите на пальцы побольше, вам будет легче. Это облегчит вам борьбу с ватой, чтобы она, значит, там не прилипала. Вот. И остальной этот хвостик, я просто его вот так вот вытяну, и все, чтобы у меня на кончике хвостика осталась вот такая вот вата, как будто бы таким веничком. Да? Вот. Ну вот, собственно говоря, и все. Можно немножечко утолщить у основания этот хвостик, поэтому я сюда подложу еще ваты. Пальцы тоже обмакну в клей обильно, чтобы вот у меня получался вот такой вот хвостик. Все, главное крутить все время в одном направлении, не менять направление, и тогда вата послушно будет закручиваться. Все, тоже даем ему высохнуть. И пока примемся за вымя. Сделаем вымя. Берем тоже шарик, те же самые 2 сантиметра в диаметре, и придаем такую полусферу. Можно даже ее немножечко, так как мы будем крепить это все дело к шарику, да, вы можете посмотреть, как это вымя будет смотреться на шарике. Может быть, вам велико, может быть, мало, потому что вымя — это символ изобилия, да, такая даже в Северной Европе, в мифах, да, такая была корова от Думла, которая лизала соленые ледники и своим горячим языком растопила эти соленые ледники, освободила великана Эмира, выкормила его своим молоком. И потом из тела этого Эмира, значит, был создан весь уже мир. Так что видите, что корова, она не только там, Египет, Индия, да, Восток, Азия. У северных народов тоже почитается это животное за такое изобилие, кормление, родоначалье. Так вот, у этой коровы Адумлы, значит, у нее из ее вымени написано в книгах вытекало из ее вымени 4 огромные великие молочные реки. Вот, ну и мы давайте сделаем 4 соска, как у всех коров, то есть не будем оригинально. Как быстрее сделать соски? Вот это все вымя, да, то есть мы взяли шарик, полусферу сделали, а потом я сделала вот такие вот как колбасочки, немножечко их подсушила, так же как глазки. И
И просто потом эти колбаски можно в ПВА капать, а можно не капать. Вот я их вот так вот вставляю просто уже. И у нас получается готовое вымя. Чтобы, значит, каждую эту колбасочку долго не примазывать, не приглаживать, чтобы она у нас держалась, потом эти, значит, сосочки не отваливались. Потому как если вы сядете делать этих коров для друзей, а друзей у вас много, и вам, значит, этот каждый сосочек примазать, ну, вы устанете и скажете, буду я делать корову без вымени. Ну, а что за корова без вымени? Вы же друзьям дарите такой символичный подарок с пожеланиями процветания, благополучия. А тут вымя первое дело, поэтому с выменем надо повозиться. Вот такое вымя получается уже сразу быстро, без лишних забот. Все, и вы его тоже отправляете в сушку. Значит, не надо его ни на какой каркас ставить. Здесь достаточно такая большая плоскость будет, и она прекрасно приклеится потом к нашей корове. Просто мы ее приклеим, да и все. Вот. И остались только крылышки. Если вы делаете летающую корову, конечно. А если ваша корова не летает, то и не делайте ей крыльев. Пусть будет просто корова. Вот, значит, кусочек пластики. Можно чем-нибудь его раскатать. Кисточкой, допустим, да. Вот, чтобы она была более-менее ровненькая. Вот, вырезать можно, шаблончик из бумаги сделать, можно сразу там эти крылышки обвести, вырезать. Можно вырезать, взять прям ножницами, не суть. То есть как вам проще, удобнее сделать эти крылышки. Вот это крылышко получается. Вот, потом берем опять же таки наши любимые зубочистки, обмакиваем в ПВАшечку. Кладем на наше крылышко сверху, прикрываем капелькой тоже пластики и заглаживаем. Вот такое крылышко получается. Конечно, крылышки можно сделать из чего угодно, хоть и из перьев поставить, если вы хотите крылышки. Можно из ткани, можно из фетра, можно из бумаги. Ну, вот мы такие крылышки из пластики я сделаю. Одно и второе. Ну, старайтесь, чтобы они там примерно были одинаковые. Вот. И потом эти крылышки можно продавить какой-нибудь там на них перышки, допустим, вот инструментом. Вот, ну, у меня такой инструмент, я не знаю, чем вы работаете. Но если вы крючком или спицей работаете, точно так же можно все это дело продавить, сделать какую-то такую фактуру, да, у этих крылышек и с одной и с другой стороны, и отправить в сушку. Все. Вот так. И будут у вас такие крылышки. Ну, когда мы уже слепили все составные части, осталось заняться самим шариком. Конечно, его можно задекорировать в любой технике. Можно с помощью там, ваты, ватной техники. Можно его просто декупаж сделать. Можно какую-то фактуру с помощью бумаги или обклеить кружевами. То есть я покажу вам такую самую простую технику. Мне она очень нравится. С помощью вот таких нетканных салфеток. Первым делом я весь шарик обильно, ключевое слово обильно, жирненько смазываю клеем ПВА, не разведенным, вот прям густым. Как он есть у нас в бутылке, так мы его и смазываем. Какую-то подставочку придумайте себе, чтобы было удобнее. Вот, и берем салфеточку сухую, и прям сверху я на этот шарик его накладываю. Значит, если я хочу, допустим, создать какие-то завитушечки, допустим, вот такие, да, на поверхности, вот я их так инструментом и сделаю, и потом сверху кистью приглажу. Если я хочу какие-то складочки, как, допустим, вот здесь на этой коровке,
Я тоже их буду так укладывать. И тоже будет очень интересно получаться потом при... Вот так. Можно поставить на палочку шарик, чтобы было удобно. И его весь обматываем. Создаем какие-то интересную какую-то такую фактуру на нем. Можно эти же салфетки разрезать на какие-то полоски и выложить жгутами узоры. Можно какой-то шнурки декоративные найти. В общем, как подсказывает ваша фантазия, так все это дело можно делать. Вот так. И все вот эти края мы вытягиваем вот сюда. То есть мы закроем вот это место крепления наших салфеток, там, где у нас будет крепиться вымя. Ну, так как у нас шарик сейчас пока круглый, еще на нем ничего нет, поэтому мы ничего, собственно говоря, тут это все тоже мы смачиваем кисточкой. То же самое, палец обильно смажьте в клей. И вот это место встречи, которое может быть там не очень аккуратно может получиться, мы его прикроем выменем. Все, а здесь все можно так обильно клеем проклеить, промазать. Все, подсушить феном, чтобы к рукам не прилипало и было удобно работать. И будем продолжать работать дальше с нашей коровушкой. Вот так. Можно несколько слоев сделать, можно сверху салфетку, а сверху на салфетку где-то там еще кружева какие положить. Вот такая история получается. Ну вот, наш шарик подсох. Давайте теперь соберем все в кучу. Так, итак, первым делом мы на место, да, где у нас там заканчивалась салфетка, прилепим вымя. Потом мы прилепим голову. То есть вымя у нас как бы такое, так как выполняет какую-то функцию, мы с него и начинаем. Дальше прилепим голову. Голова у нас будет, ну вот не вот так вот, чтобы прям вымя было вертикально, а немножечко под наклончиком. Я все-таки думаю это все дело сделать. И здесь, чтобы они как бы вымя и голова была на одной линии, чтобы, значит, вымя у нас не уезжало. Просто эту голову вдавливаем в этот шарик. Все, посадку головы контролируйте, то есть вот этот наклон головы делайте такой, как вам надо, больше или меньше, то есть как вы под каким углом эти зубочистки войдут в этот шарик, так, собственно говоря, и будет. Теперь вот остается такой просвет между выменем и вот здесь вот голова, да, тоже не очень красиво. Это все дело сейчас закладываем салфетками, обильно смазываем клеем. И прям берем салфеточку, кусочек, вот так ее прям сюда укладываем. И вот сюда подворачиваем. Наворачиваем, пропитываем тоже клеем, чтобы там долго голову не ломать. Вот так. То есть задача для елочной такой игрушки, сувенирной, да, чтобы это было просто из каких-то там доступных материалов и занимало минимальное количество времени. Вот, наверное, корова очень
хорошо со всем этим делом справляется, потому что можно весь процесс разбить на этапы. Допустим, если вы делаете сразу там 20 коровок для друзей, налепили мордочек, налепили ножек, налепили вымя, и все одно за другим быстренько-быстренько идет. Так, еще немножечко я положу. Еще чуть-чуть вот сюда я хочу подложить салфеточку. Кусочек открываю. Можно, если это вы делаете ватой, конечно, вы все это делаете ватой. Вот, и эта салфеточка тоже. Салфетки хорошо впитывают клей, поэтому очень легко с ними работать. И если вы не используете воду, только клей не разведенный, ну вот я только клей не разведенный без воды, очень быстро все сохнет. То есть пока вы там одну корову уложили и все остальные укладываете, это уже высохло, можно приступать к росписи. То есть такой конвейер получается. Ну вот так. Вот такое. Вот они там как легли этими складками. Само все легло. Так вот оно и легло. Вот так. Вот такая у нас коровка. Старайтесь, чтобы, значит, этот клей, ну, конечно, он будет там попадать на щечки коровы, но чтобы, в общем, вот так. Вот здесь вот у коровок у них такая, как бы, в этом месте холочка такая, да, давайте мы тоже ей сделаем такое. То же самое, вот так вот тряпочкой просто положим. Вот. И клеем пропитаем. То есть с помощью этих салфеток вы можете моделировать. Освободим рога. Да, старайтесь, чтобы этот клей сильно там не попадал на морду, потому что потом при росписи, ну, там, где этот клей высохнет, ну, будет немножко отличаться фактура. Поэтому, если он где-то попадает, вы его сразу там просто чистой салфеткой, влажной чистой салфеткой, просто убираете, да, и все. Ну вот, вот так мы все сделали в нашей коровке. Вот, дадим ей немножечко подсохнуть, чтобы было удобно. Очень, очень быстро сохнет под феном. Когда корова подсохла, можно уже крепить тоже и лапки. Значит, чтобы лапки симметрично было, лучше делайте это вверх тормашками. Вымя и голова у нас будет на одной линии примерно. И, значит, надо симметрично расположить эти ножки, чтобы ну, легче было ориентироваться в пространстве. Хотя все зависит от вашей идеи, задумки, то есть куда вы эти ноги, значит, вклеите, там они и будут. Вот, ну и вот так мы их просто, этот шарик утапливаем, клеем промазываем. Вот так. Вот эти вот места стыка, место стыка, да, все правильно, место стыка, я бы еще какой-нибудь салфеточкой бы закрыла, чтобы ну, вот эти складочки переходили в ножки. Возьмем вот, пропитаем и какую-то салфеточку вот так вот подмотаем
на ножки, чтобы ну, не было там зазоров. Опять-таки, если вам ну, нравится оставить так, как есть, оставляйте. Хвост тоже вставляем на одной линии с головой, стараемся его поставить. Вот он у нас хорошо, прекрасно входит в этот шарик. Ну и придайте ему там какую-нибудь форму, как там он у вас будет вставиться. Вот. А крылышки пока мы их вставим в самый последний момент, уже когда распишем всю корову, чтобы они нам не мешали. Все, следующий этап уже роспись. Приступаем к росписи нашей коровы. Первое, что я сделаю, я покрою всю нашу корову одним базовым цветом. Вот цвет примерно такой, беж будет, светлый беж. Вот как на вымене здесь кусочек остался, я оставила для демонстрации. Вот таким цветом. Когда мне нужно большое количество коров покрывать, да, я использую вот такие, вот обычную строительную краску, чтобы не переводить там дорогой акрил. Обычную краску, акриловая краска для внутренних работ в строительном магазине. И вот такие вот колеры. Можно эту краску заколеровать. Добавить чуть-чуть. Сейчас мы чуть-чуть добавим. Оттенок номер 112. Вот этой вот фирмы. Ну, вы можете подобрать на самом деле любую базу по шкале. Вот он наш 112. Вот такие вот будут оттенки при разведениях. Ориентируйтесь на свой вкус. Вот. Ну, вот примерно вот такой беж мы сделаем. И всю нашу корову, всю, и морду, и глазки, я всю ее полностью покрываю вот таким вот цветом. Потом я ее высушиваю, и дальше потом перейдем уже к росписи. Этим же базовым цветом вы покрываете какие-то аксессуары. Ну, допустим, вот у меня будет ведерко на шее коровки. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы все предметы как бы ну, дружили между собой, да, чтобы не было, потому что корова у меня там с рыжинкой будет, а ведерко здесь такое у меня белое, ну, серебристое. Мне кажется, не очень они между собой дружить будут. Крылышки тоже обязательно покрываем вот этой вот базовым цветом. Стараемся покрывать так, чтобы не оставалось нигде вот этих вот белых, даже в самых глубоких складочках не оставалось бы белого, потому что этот белый потом будет резать глаз. Белый цвет достаточно такой яркий, агрессивный, и он будет ну, мешать воспринимать целиком нашу корову. Вот так. Займемся росписью. Нам нужны будут 3 цвета основных: белый, темно-коричневый и сиено-жжёная. Первое, что я делаю, я вот широкой кистью, кисть у меня достаточно сухая, я ее вытираю об тряпочку, и полусухой кистью я прохожу ну, вот, по тем местам, которые уж у меня точно будут беленькие. Мордочку вбеливаю сверху, может быть, я положу потом какие-то пятна, но сейчас пока вот ее просто как будто бы вытираю. Просто об коробку. То есть все те места, которые я планирую выбеливать, а в основном я корову-то буду делать такую ну, достаточно светлого оттенка, чтобы она лучше смотрелась на елочке. Я даже ее там все могу пройти вот таким вот образом. Но стараюсь, чтобы сквозь этот белый просвечивался все равно это вот
коричневая база. Каждый слой нужно будет просушивать. Мы будем делать несколько слоев, и каждый слой нужно будет высушивать. Итак, вот мы белым покрыли нашу корову. Стараемся, чтобы просвечивала эта база. Это было все так как бы неравномерно. Потом я смотрю, где я пятнышки хочу ей сделать. И развожу уже сиену жженую, вот такую с водичкой, делаю ее полупрозрачную. И наношу на те места, где я планирую делать пятнышки, вот это вот такой компотик. Пятнышки, если присмотреться у животных, они такие все неоднородные, неравномерные. Где-то больше там коричневее, где-то больше рыжее. Стараться, чтобы эти пятна, когда вы рисуете, они были разной насыщенности и какие-то разные оттенки в них присутствовали. Ну вот так. И были они такие достаточно прозрачные, с неровными какими-то краями. Допустим, так. Где-то этот глаз может быть весь такой вот у нас тоже коричневый. Вот так я прям накладываю. Прям такие лужицы краски, да, чтобы были. И фен у меня под рукой. Вот я положила первый слой этих пятнышек и подсушила феном. И потом дальше там следующий слой буду накладывать. Ну, допустим, пускай у них здесь какая-то будет такое вместе с этой лапкой пятнышко потемнее. Вот так, какие-то неровные края растекаются. Можно, конечно, и просто белый ее оставить, а можно пятнышки сделать в виде каких-нибудь розочек или цветочков, да, или сердечек. Ну, все зависит от того, с каким посылом вы будете дарить вашу корову, да, что вы хотите пожелать человеку. Так. Края растягиваем, ну и высушим сейчас. Следующим этапом я бы вот эти наши пятна, которые у нас есть, я бы их в центре этого пятна, ну допустим вот здесь вот вокруг лапки, да, я бы их делала более насыщенные, то есть брала бы нашу акриловую краску, коричневую, там синюю, жженую, смешивала бы между собой, и тоже чтобы уже кисточка была такая полусухая. Я бы где-то в центре делала больше акценты и потихонечку растягивала этот цвет к периферии. Вот так копытца можно эти лапки сделать потемнее. Вот так. И здесь тоже, допустим, рог у нас может быть достаточно темный. Он такой центральный элемент в пятне. Это тоже может быть ухо достаточно темное такое. То есть нам надо выделить какие-то такие цветовые акценты плотные. Но смотрите, чтобы это все равно все смотрелось гармонично и не было такого ощущения, что рябит в глазах, знаете, от коровы. То есть поставьте там 2-3 пятна каких-то основных, да, вот какие-то такие, чтобы у нас получались пятна интересные, достаточно где-то может быть более порыжее, где-то более потемнее. Вот так. Теперь перейдем к росписи мордочки. Ну и вот глазки. Глазки прежде всего мы выбелим сам белочек. Один и второй подождем, чтобы он высох. И сверху потом нарисуем зрачок.
когда наши белки уже высохли, мы проведем вот такую вот подводочку под веком. Это сделает глаза более выразительные. Вот. И нарисуем глазки. Глазки, конечно, у коров они не бывают голубыми. Ну вот нам надо как-то их подружить с крылышками. Вообще, такое видение автора никто не отменял. Я добавлю немножечко коричневого в этот турецкий синий. Он такой очень уж яркий для глаз будет. Вот. И нарисуем глазки. Подождем немножечко, пусть они подсохнут. И нижнюю полусферу глаз я выбелю. Сделаю посветлее, чтобы глаза казались объемней, выразительней. Но нужно дождаться, чтобы эта радужка обязательно высохла. Все, остается только поставить зрачок. И займемся потом росписью носика и вымени нашего. Мы их немножечко сделаем такие розовенькие. Зрачок поставим обычным черным или можно темно-коричневым, то есть как вам больше нравится. Если черным поставить, глаз будет такой более яркий, если коричневым более размытый. Ну вот такая наша коровушка. Итак, для вымени и для рисования для вымени я смешала белый, капельку добавила сюда сиены и немножечко вот такого фиолетового и розовенького, чтобы у меня получился такой нежно-розовый цвет. Тоже полусухая кисточка. И мы вот так вот тоже как будто бы кисточку вытираем. Вот немножечко передает ли цвет, оттенок, непонятно. Ну, есть такое вот, поверьте мне. Может быть, понасыщеннее чуть-чуть. Давайте попробуем. Где-то местами сделаем. Такое слегка поцарапанное. Сверху я капнула красочкой, я ее сейчас вытру салфеточкой. Вот, то же самое можно сделать розовенькое. Вот внутри здесь ушко чуть-чуть подрисовать, чтобы были такие пятнышки. И вымя точно так же кисточку вытираем об наше вымя. В глубине можно таким вот коричневым с водичкой сделать, углубить вот эти вот там ноздри ее и немножечко положить тени под глазками, если мы такую делаем корову. То же самое, вот чем вымя рисовали, поставим ей вот здесь в уголочек глаза розовенькое пятнышко.
Вот, собственно говоря, и все. Роспись коровы нашей закончена. Сейчас распишем крылья, вставим, и все. Вот у этой коровы я вот на попе почему-то не захотелось сердечко нарисовать. Вот она у нас такая получилась. Это получилось такие более темные пятнышки. Может быть, она еще подсохнет, я еще добавлю какого-то сверху оттенка. То есть играться можно бесконечно с этими коровами. Вот чуть-чуть добавить и еще сверху пройтись. То есть, чем более сложные эти пятна, тем интереснее разглядывать. Корова будет такая у нее сложная какая-то фактура получаться. Вот, с крыльями. С крыльями все очень просто. Коричневый, этот турецкий синий. Так он у нас сегодня оказался на столе. Немножечко беленького. Мы наши крылышки вот таким вот цветом покрываем. Хотите более голубыми делаете, то есть как уже у вас там фантазия. А может быть, у нее будут розовые какие-то крылышки, на них облака нарисованы. Тут уж какой корове повезет, какие она крылья получит. Высушиваем и потом выбелим. Тоже наши крылышки, когда они уже высохли, полусухой кистью можно выбелить. И вот проступит тогда те перышки, которые мы с вами выдавливали. И получается интересная такая достаточно фактура. Все то же самое, мы их окунаем в ПВА и вставляем в спинку. Петелечку. Делаем обычную петелечку из проволочки. Тоненькая. Можно какую-то использовать для бижутерии проволочку. Точно так же окунаем ее в ПВА. И находим то место, которое мы хотим, чтобы было самое высокое. Да? То есть если мы ее за попу подвесим, корову, она у нас будет идти на посадку, да? Вниз направлена. А если она на взлет идет, значит надо где-то вот это местечко, где будет крепиться для веревочки петелька, делать возле холки. Ну и вот крылышки, давайте мы вставляем крылышки. Много клея положила. Так, одно и второе. Смешная получается корова. Вот, и петелечку. Щедро смочим. И вот ее поставим. Вот так. Вот такая у нас корова получилась. Пожалуйста, делайте коров, дарите их с хорошими пожеланиями, с тем, чтобы людям они приносили кому-то благополучие, кому-то наполненность, кому-то терпение. Вот, да, ведерко. Ну, ведерко уж там в цветочек, как угодно, вы его можете уже расписать. Оно покрыто базой, красное, зеленое, какое угодно, голубое, как крылышки. Точно так же, как крылышки, вы его распишите и можете на нем написать то пожелание или положить вовнутрь маленькие бриллиантики. В общем, тут уже кому какая фантазия придет в голову. С наступающим вас! Счастья, здоровья в следующем году! Пусть у вас все будет замечательно!